Я сама не ожидала, что открою новое суперсредство для лечения орхидей, но получилось именно так. За 5 месяцев с момента выхода предыдущего видео по этой теме это средство помогло тысячам людей и тысячам орхидей. Для того, чтобы зрители канала могли увидеть конечный результат, могли удостовериться в том, как живут орхидеи после проведенного лечения, у каждого видео на канале есть продолжение. И сегодня продолжение истории о лечении орхидеи с помощью спиртовой настойки эвкалипта или хлорофилипта. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Если вам нравится то, что делаю я, пожалуйста, поставьте пальчик вверх под видео и напишите комментарий. Это поможет каналу и алгоритмам YouTube в продвижении видео. Как я уже сказала ранее, с момента выхода предыдущего видео по этой теме прошло полных 5 месяцев, поэтому позволю себе напомнить содержание предыдущей серии кратко. В 20-х числах марта прошлого 2023 года из Португалии во Владивосток была отправлена посылка, в которой находилась орхидея. Подробно о том, как называется и как работает почта Португалии, вы можете узнать из прошлого видео по заданной теме. Ссылку на это видео я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Международная посылка из Португалии во Владивосток добралась до пункта назначения всего за 14 дней. И это был абсолютный рекорд по доставке международных отправлений из Европы в Азию. Но, несмотря на то, что это было авиаотправление, посылке в пути досталось. Ее края были разорваны, а углы вскрыты. Досталось внутри посылки и орхидеи. Все ее листья, абсолютно все, были переломаны. Хотя я достоверно знаю, что при покупке все листья орхидеи были абсолютно целыми. Я познакомилась с этой орхидеей еще до ее отправки, еще в гостинице в Португалии. Вот такой была эта орхидея сразу после покупки, 11 месяцев тому назад, и это Phalaenopsis ягуар. Сегодня в ходе видео вы узнаете и увидите многое. Как я лечила этот фаленопсис, как он развивался на протяжении этих месяцев и 2 цветения – зимнее и летнее. От чего мне пришлось лечить орхидею? После 2-недельного пребывания в темном, глухом и замкнутом пространстве на стволе или стебле орхидеи начали возникать пятна неизвестного генеза, то есть неизвестного происхождения. Одни пятна были сухими и вдавленными, другие мокрыми. Одновременно с этим ствол или стебель орхидеи начал стремительно желтеть. Для лечения орхидеи я решила применить не новое для себя, но новое для орхидей экспериментальное средство. И этим инновационным для орхидей средством стал хлорофилипт или спиртовая настойка листьев эвкалипта. Именно сейчас я попрошу вашего дополнительного внимания. Для лечения орхидей потребуется именно спиртовая настойка листьев эвкалипта или спиртовой хлорофилипт. Масляный не подойдет. Пожалуй, именно множественные вопросы по использованию хлорофилипта в нашем телеграм-канале и стали лейтмотивом по созданию этого видео. Какой хлорофилипт использовать? Спиртовой или масляный? А разбавлять или использовать неразбавленным? Итак, на первый вопрос ответ однозначный. На орхидеях можно использовать исключительно спиртовой хлорофилипт. Поскольку я стала первооткрывателем в этой области и впервые использовала хлорофилипт на орхидеях, я решила его разбавить. Я разбавляла хлорофилипт лишь на одну обработку, то есть брала 2 мл хлорофилипта и 2 мл кипяченой воды. Я смешивала обе составляющие и полученным раствором протирала все проблемные и критичные области на стволе орхидеи, все пятна, вдавленности и прочие поражения.
Важно во время лечения и во время дальнейшего восстановления орхидеи после лечения конкретно к этой орхидее не применялись никакие водные процедуры, то есть орхидея не купалась и не опрыскивалась. Очень важно, даже можно сказать критично важно в этот период создать для орхидеи необходимые и благоприятные условия для восстановления. Что это за условия? Во-первых, и это самое главное, в данный период орхидеи должно быть очень светло, но прямые солнечные лучи в этот период орхидеи противопоказаны. Во-вторых, во время лечения орхидеи должно быть очень тепло, без существенных перепадов на дневные и ночные температуры. Самый благоприятный температурный режим во время лечения 24-26 градусов Цельсия. В этот период орхидее совершенно не нужна повышенная влажность воздуха, и напротив, очень нужен хороший воздухообмен. Ну и, конечно, длина светового дня. Она должна составлять не менее 12 часов в сутки. То есть в этот период орхидее однозначно потребуется дополнительное освещение. Оптимальная длина светового дня в этот период 14-16 часов в сутки. Если ваш результат в лечении орхидеи далек от ожидаемого, проверьте, в каких условиях проходит лечение ваша орхидея. Достаточно ли ей светло, тепло и вентилируемо. Если вы сможете все сделать правильно, результат не заставит себя ждать. Как часто и как долго проводить обработки? В первую неделю лечения я проводила обработки раствором хлорофилипта каждый день. После этого еще месяц делала обработки раз в неделю. А в дальнейшем для закрепления результата оставила одну обработку в месяц в профилактических целях. Я не устану повторять вам, что орхидея сама подскажет, когда пора прекращать лечение. У орхидеи начнутся активные ростовые процессы. Это и рост корней, и рост листьев. В данном случае у орхидеи начали расти сразу два листа одновременно. Когда первый лист вырос длиной 5-6 см, появился второй молодой лист. Если проблем с корневой системой у орхидеи нет, рост продолжат сразу оба листа. А если у орхидеи недостаток корней, один лист может затормозить в развитии, а второй будет расти более длинным. В данном случае росли два листа одновременно и выросли длинными, красивыми и глянцевыми. Корневая система орхидеи тоже не отставала в развитии, корни росли отовсюду, в том числе и из пораженных частей ствола орхидеи. Продолжая ежемесячные профилактические обработки раствором хлорофилипта, я рассчитывала на все, что угодно, но только не на это. У орхидеи появился цветонос. И это в течение 2 месяцев после перенесенной болезни и лечения. Уже тогда у меня зародилась первая мысль, что у спиртовой настойки листьев эвкалипта, помимо бактерицидного, противовирусного, фунгицидного, противопротозойного и противовоспалительного эффекта, есть еще один. Но об этом чуть позже. Формировать новый цветонос каким-то специальным образом я не стала. Первое цветение, как я уже много раз говорила, для меня и для орхидей в моих домашних условиях ознакомительное. Я проверяю, на что способна орхидея самостоятельно, как сформирует цветонос сама, без моего участия. В августе 2023 года фаленопсис ягуар достиг полного распуска. На своем цветоносе он заложил 8 полноценных бутонов, и каждый из них раскрыл. Именно это летнее цветение 2023 года я показывала вам как результат окончательного лечения орхидеи хлорофилиптом. Что стало с фаленопсисом ягуар дальше? Сколько он держал распущенные цветы и когда случилась
новое цветение 2024 года. Обо всем этом вы узнаете из следующей части видео. Если вы все еще смотрите это видео и до сих пор не поставили пальчик вверх под ним, сделайте это прямо сейчас. Это важно. Итак, в семье моих кошачьих прибыло на ваших экранах осеннее цветение 2023 года фаленопсиса дикий кот и фаленопсиса ягуар. Как правильно поливать орхидеи во время цветения? Этим вопросом, похоже, задаются немногие, а зря. Ведь от этого коренным образом зависит качество и длительность цветения. Если вам удалось создать правильные, а главное физиологичные условия для развития орхидей, во время цветения ваши орхидеи будут продолжать рост корневой системы и листовой массы. На построение новых клеток корней, листьев и поддержание цветения орхидеям требуется гораздо больше воды, чем в обычное время. Если у орхидеи растет все, растут новые корни, новые листья и орхидея цветет, я поливаю такую орхидею методом погружения. Этот метод вы сейчас видите на своих экранах. Горшок с орхидеей помещается в емкость большего размера и заливается водой. В моем случае горшок заливается по самые верхние края, несмотря на то, что в посадке этой орхидеи до сих пор присутствует торфяной стакан. К слову сказать, эта орхидея до сих пор не пересажена, она так и растет в покупном транспортировочном горшке. Стоит ли бояться этой торфяной таблетки под основанием орхидеи или не стоит? Вопрос скорее риторический. Если вы смогли создать для орхидеи физиологичные условия для развития, если в вашей орхидее светло, тепло и есть воздухообмен, опасаться торфяного стакана или торфяной таблетки под основанием орхидеи абсолютно не следует. Если же ваша орхидея постоянно находится в помещении с недостатком солнечного света и искусственного освещения, если вашей орхидее постоянно холодно и сыро, в таком случае торфяной стакан может орхидее повредить. И даже наверняка навредит. А вы уже увидели еще один эффект от использования хлорофиллипта на орхидеях? Вот он какой, уже на сантиметр вырос. Да-да, вы не ошиблись. Еще один цветонос. Этого просто не может быть. Это уж слишком. Новый цветонос у орхидеи во время цветения прежнего. У орхидеи, которая несколько месяцев назад перенесла серьезнейшую болезнь и серьезное лечение. И тогда я стала серьезно анализировать ситуацию и то место, откуда вышел новый цветонос. Оно как раз возле пораженного ствола. И то место я профилактически каждый месяц смазывала хлорофиллиптом. Посмотрите внимательно на свои экраны. С 2 обрезанными цветоносами я получила посылку из Португалии. 3-й цветонос вырос у меня в весенний период, и 4-й рос уже осенью того же года. Вы только посмотрите, что делает эта орхидея на фоне применения хлорофиллипта. Она растит корни, листья, цветет и одновременно растит еще один цветонос. Это небывалое зрелище. Новый цветонос зимнего цветения 2024 года я уже формировала. Обычно я делаю это с помощью гибкой веточки гибискуса. В этом году нашла специальную проволоку и изогнула ее по желаемой форме цветоноса. На новом домашнем цветоносе орхидея заложила 12 бутонов. 2 из них в дальнейшем я благополучно снесла. Вот так выглядел фаленопсис ягуар в канун Нового года. И наверняка самые внимательные из вас уже увидели, что на цветоносе лета 2023 года пробудилась почка. Что я сделала для ее пробуждения? После того, как я заметила дополнительный эффект от спиртовой настойки хлорофиллипта, я стала смазывать верхнюю почку на обрезанном цветоносе. Результат не заставил себя ждать. Цветы начали распускаться в середине января, и если бы не моя неуклюжесть,
вид был бы воистину грандиозным. В январе начала свой распуск еще одна миниатюрная орхидея. Это детка фаленопсиса кадис, которую я получила в посылке из Кемерово от Татьяны Егоровой. Я выращивала эту малышку больше года из микроскопического размера, и, наконец, она зацвела. Каково же было мое удивление, когда цветение фаленопсиса кадис полностью повторило цветение фаленопсиса ягуар. Разумеется, отличия есть, и все же кадис – это ягуар в миниатюре. Размер цветка кадиса всего 5 сантиметров, у ягуара почти вдвое больше – 9,5. На цветоносе из пробужденной меристемы ягуар заложил еще 4 бутона. И если я не сшибу последний, будет 4 цветка. Итого 14 цветов у фаленопсиса, который 10 месяцев назад был серьезно болен. Это ли не результат эффективности чудодейственных свойств хлорофилипта? Но одного результата, как известно, для подтверждения эффективности некоторым зрителям может быть недостаточно. Давайте посмотрим и послушаем еще одну историю о исцелении орхидеи с помощью хлорофилипта. Дарья Лепихина из Пермского края обратилась в наш телеграм-канал за помощью вот с такой проблемой. Очаг бактериального воспаления активно увеличивался и грозил гибелью орхидеи. Такие воспалительные процессы обычно заканчиваются тем, что макушка фаленопсиса попросту отваливается. Развитие болезни проходило на фоне активного роста корневой системы, нового листа и роста нового цветоноса. Дарья очень ждала этого цветения, поэтому я порекомендовала ей сменить выбранную ею тактику лечения на лечение хлорофилиптом. Всем здравствуйте, меня зовут Лепихина Дарья, я из Пермского края, поселок Шадейка. Сегодня прошло 4 дня, как я восстанавливаю свою орхидею, точнее не восстанавливаю, а лечу. Увидела несколько дней назад поражение на ней, больше на гниль похожее. И вот сейчас, на сегодняшний день, вот такой вот результат. Вот здесь вот как край ранки, но я думаю, что он тоже вылечится. Здесь, где была сама гниль, вот все уже высохло вообще. Все сухое, все красивое. Здесь тоже это темное пятно от хлорофилипта. Мажу хлорофилиптом неразбавленным. Корешки не куклятся, вот такие красивые. И вот шейку с обратной стороны сейчас покажу. С обратной стороны тоже все красиво. Здесь также след от хлорофилипта. Сама орхидея бодренькая. Листики, тургор вообще отличный, все крепенькое, корешки все в росте. Каждые несколько дней Дарья показывала нам результаты ее лечения, публикуя видео в группе обсуждения нашего телеграм-канала. Первые результаты лечения хлорофилиптом Дарье понравились, и она продолжила лечение. А мы всем чатом ждали, когда же мы увидим полный распуск исцеленной орхидеи. И вот на днях на этой неделе чудо свершилось, и Дарья показала нам видео с кадрами цветения исцеленной орхидеи. Да, вот она на солнышке, моя красавица. Да, вот как я сейчас говорила, так, минутку. Вот здесь вот пятно было. Оно уже все там подсохло. Все хорошо у нас с ней. Корешки, к сожалению, эти вот один усох, один чуть-чуть тоже подсох. Но все хорошо, я думаю, что с ней будет. Там пятнышко вот это вот есть, но я за ним наблюдаю. Все хорошо. Корешки растут. Вот сейчас покажу здесь в горшке корешки. Красивые. Вот они на солнышке. Чеснок тоже балдеет. Вот они, корешульки, растут. Вот с другой стороны шея прекрасно себя чувствует. Здесь корни растут, растущие все, кончики торчат. Розетка, в принципе, большая.
К ней подсадила детку каланхоя дегримона, но она пока слишком маленькая. Вот еще покажу цветочки снова на солнышке. Такие бабочки, очень красивые. Вот такой результат и вот такое сохраненное цветение, которое нам довелось увидеть исключительно благодаря целебным свойствам хлорофилипта. Уверена, что при традиционных хирургических способах лечения и лечения химикатами эту орхидею давно бы уже разрезали, зачистили, замазали и, скорее всего, убили. Мы идем другим путем. В уходе за орхидеями мы не используем химию и химически синтезированные препараты. Мы используем то, что дарит нам сама природа. Все видео о применении целебных свойств лекарственных растений собраны в плейлисте «Целебные снадобья для орхидей». И если вы хотите видеть результаты применения этих средств у зрителей канала, присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, который так и называется «Классика орхидейного жанра». А я хочу поздравить всех вас с первым днем весны. Присоединяйтесь к нам и помните, что впереди у нас невероятно много интересного.